Привет, с вами Ганзи, и это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Сегодня серию я не планировал, но говорите спасибо шиноби под ником Ханавара. Именно благодаря ему сегодня серия вышла. Ну и не забывайте, конечно же, про активность свою, комментарии, лайки, подписки, репосты и подписки на телеграм-канал, ведь там выходят уведомления о стримах и видосах лучше, чем на ютубе, если вы, конечно, не отключите уведомления. Спасибо всем, кто пишет комментарии, даже если у них нет мыслей, что написать. Это очень важная поддержка, и она мотивирует дальше вкладывать в этот сюжет свои актерские навыки и навыки озвучки. Ну и давайте уже начинать. 29-я часть. Цепи судьбы. Погнали. Глава 29. Жесткая проверка. Какаши, или же, как он велел себя называть, Какаши-сенсей, сжалился надо мной и разрешил заскочить домой, чтобы привести мое уставшее тело в порядок. Бабушка была очень рада и завалила меня кучей вопросов, но я не мог ответить, ведь с лица не сходила улыбка. Вкратце я объяснил ей ситуацию и попросил не переживать, хоть она и хотела поговорить побольше, но упираться не стала. «Ты стал таким взрослым, Обита», — сказала она, вытирая краем фартука слезы. Ее глаза смотрели на меня с гордостью и долей грусти, ведь некогда маленький мальчик, что задорно бегал, голося о своей мечте, теперь вырос и выбрал свой путь. Я обнял ее, прижимая к себе. Этот человек заменил мне родителей, заботился, понимал, утешал все эти годы. Она всегда старалась не показывать своих слез, боясь смутить меня, не говорила о своих проблемах, не желая приносить мне лишнее, как она полагала, хлопоты. Я взял ее старенькие, но все еще мягкие ручки и поцеловал их. «Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Я бы не стал тем, кто я есть, без твоей помощи». Она улыбнулась и тут же отвернулась, вытирая новый поток нахлынувших слез. Затем наспех собрала мне вещи и еду. Бабушки такие, никаких возражений не принимала. А она точно поняла, что я повзрослел. Наконец, взяв все, что нужно, я отправился в дом, который был для меня тяжким воспоминанием. Я приближался к дому Какаши. В голове всплывали воспоминания. Я видел со стороны себя маленького, бегущего со всех ног к нему, человеку, которого я так и не спас. Когда я подошел ко входу, рука слегка дрогнула. Хотелось остаться здесь, ведь я знаю, что ждет меня внутри. В этот миг ладонь Какаши легла мне на плечо. «Ну и чего ты встал? Забыл, как дверь открывается?» Я ничего не ответил. Мой друг выдохнул и проговорил. «Понимаю. Тяжело возвращаться сюда, понимая, что было. Честно, не могу представить, что ты сейчас ощущаешь. Поэтому давай, пройдем через это все вместе. Хорошо?» Я улыбнулся и кивнул. Какаши отворил дверь, и мы вместе вошли. В доме было чисто. Я бы даже сказал, педантично вылизано. С кухни слышался звук падающих капель из крана. Легкое дуновение ветра с веранды. Это место больше походило на музей. «Обувь снять не забудь», – буркнул Какаши, жестом указывая на комнату, где я в последний раз виделся с его отцом. В душе я понимал, что это будет тяжким испытанием, но неведомая сила толкала меня вперед, будто бы желая, чтобы я отпустил свое прошлое. Пройдя по скрипучим половицам, я попал в комнату. Мой взгляд сразу же упал на шкаф, в котором я сидел. Затем на то место, где Сакума Хатаки погиб от рук убийцы. Какаши уселся на то самое место, ожидая моих действий. Он смотрел на все, что я делаю, с пониманием и сочувствием. Наконец я выдохнул, слегка усмехнулся своей сентиментальности и сел напротив него. Мы молчали, чувствуя некое облегчение. Понимать друг друга без слов, думаю, один из аспектов дружбы. «Какаши, Ты забыл, а?» «Сенсей Какаши», – менторским тоном проговорил мой друг. «Субординация, Обита, важная вещь. Если ты уважительно относишься к членам своего отряда, то и они видят в тебе толкового лидера. Вбей уже себе это в голову». Просто каждый раз, когда я пытаюсь это сказать, мне становится жутко смешно», – проговорил я, представляя эту картину. В ту же минуту по голове меня шлепнула небольшая бамбуковая палочка. Я упал на пол, начал по нему кататься, затем вскочил, тыкая пальцем в Какаши, который смотрел в потолок и что-то насвистывал. «Ты чего творишь? Я знаю, ты специально ждал момента». Не понимаю, о чем ты. Об этой чертовой палке. Это злоупотребление положением». Ничуть. Мне разрешили использовать любые методы, чтобы подготовить тебя до крупномасштабного наступления.
Я думал, что меня к нему не допустят. Так бы и было, но учитывая то, что ты внес большой вклад, было бы неправильно лишить тебя возможности приблизить конец войны. Обита, ты способный, но крайне наивный, и я взялся за это, понимая, как помочь тебе справиться. Ты прав, сенсей. Я готов. Купился, усмехнулся Какаши. Вот ты ублюдок, ответил я, чувствуя резкую волну стыда за то, что попался. Обучение было жестким. Под контролем Какаши я разбирал разные маневры из книг, которые он скопил в своей личной библиотеке. За каждую ошибку он наносил удар чертовой палкой. Как же я ее ненавижу. После каждой прочитанной главы мне устраивали тест. Какаши имел большой опыт, несмотря на свой возраст. Он придумывал ситуации, исходя из личных битв, где ему приходилось быть командиром. В такие минуты можно было заметить, как он сожалеет о чем-то, но каждый раз его речь заканчивалась словами: «Мы шиноби, у нас есть долг перед деревней и страной. Война ужасна, поэтому именно в ней постигается важность тех, кто сражается бок о бок рядом с тобой». Так прошла первая неделя обучения. Мои мозги буквально плавились от напряжения. Мы начинали в 6 утра и заканчивали в 8 вечера, потом ужин и сон. И так каждый день. Казалось, что книги не кончаются. На второй неделе во время моего чтения Какаши начал задавать вопросы. Это всегда было резко неожиданно. Он требовал ответа на конкретную тактическую ситуацию. Например, это было так. Ты с отрядом попал на территорию врага. Длительное время у вас нет возможности вернуться назад. После такого времени скитаний провизия кончилась. Бойцы измучены. По вашему следу идут ниндзя врага. По пути вы натыкаетесь на деревню. Твои действия. Я отложил кисть, которой вырисовывал на бумаге необходимые схемы боя, и ответил. Думаю, можно договориться с местными. Главное найти правильный подход, ведь все мы люди и... Неверно. Ответ неверен. Думай быстрее. Твои бойцы на взводе. Голод затуманивает разум. Приводит человека в отчаяние. Они готовы к чему угодно, даже отбросить свою жалость и честь. Ну, я бы сам отправился за провиантом. Думаю, мои слова могли бы их убить. Нет, громко сказал Какаши, ударяя палкой по полу. Придя в деревню, ты, капитан, засветишься. Местные, может, и дадут тебе провизию, но тут же сдадут первому же патрулю. Но я же не... Ты враг. Какаши пресек мою попытку оправдаться. Да нет разницы, хороший или плохой. Ты все равно враг. Разве жители в окрестностях страны огня не поступили бы так же? Я кивнул. Голова отрезвилась, и я сказал медленно и холодно. Ты предлагаешь их ограбить? Лишить семей последнего? Обита, ты капитан. Тут нет уловок или обходных путей. Рядом с тобой люди, что истощены и озлоблены. Еще один миг, и они сорвутся с цепи, забыв о том, что ты их капитан. Они истребят всех, кто помешает им выжить. И будут правы. Это война. Понял, ответил я, склонив голову. Так каков твой ответ, капитан Учиха? Я возьму группу наименее уставших бойцов и заберу провизию у населения. Ровно столько, сколько потребуется для выживания. Если местные окажут сопротивление, я подавлю его. Но убивать не стану. Не станешь? Они крестьяне. У каждого из них семья. Важно лишь то, как ты поставишь условия их существования, не так ли? Чтобы сохранить свои жизни, они согласятся. Особенно, если подкрепить это небольшим психологическим давлением и внушительным арсеналом вооружения. Отлично, такой вариант сойдет, одобрительно кивнул Какаши. Сделай перерыв и постарайся не думать о себе лишнего. Осознание суровых реалий – тяжелая штука, но однажды это может спасти жизнь не только твою, но и тех, кто рядом. Да, спасибо. Какаши вышел на кухню, а я тяжело выдохнул. Внутри меня боролись две стороны. Детская, наивная, понимающая, что насилие не выход. И темная, расчетливая, та, что досталась мне после перерождения. Я осознал это, читая учебники. Мне легко давалась информация, будто бы я уже использовал ее. Слабая нить воспоминаний вновь натянулась. Правда, на этот раз она показывала мне более размытые образы. Толпы белых безличных фигур, крики и агонии. Что же я натворил? Как мне вспомнить это? А когда вспомню, как принять? Черт, надо сделать это, иначе я так и останусь на той же ступени, что был раньше. Прошла еще неделя. Какаши стал уходить на миссии, как правило, длиною в день. Он пояснил, что теперь, когда я понял основы, то сам способен придумывать себе задачи. Мне в целом это удавалось, но из головы не уходили мысли о Рин. Минато-сенсей, что приходил навестить нас, сказал, что с тех пор, как деревня присудила ей ранг Джоунина, у нее куча работы. Главный штаб начал стягивать большую часть сил и поднимать скрытые резервы. Рин же была одной из способных ирионинов. Множество
множества операций доверяли только ей. Она день и ночь перемещалась между госпиталями и поднимала на ноги, казалось, самых безнадежно больных. Мысль о том, что лишь я протираю штаны здесь, вводила меня в бешенство, но Какаши не позволял мне покидать пределы дома. В один день он пришел с новыми книгами. «Еще что ли?» – взмолился я. «Да, думаю, тебе пора посмотреть на исторические схватки, как, например, историю борьбы Сэнджу и Учих. Раньше люди жили войной, соответственно, опыта намного больше. Прочитай и выяви ошибки в своих мыслях и действиях, как командира». Я рухнул на столик, книги были довольно объемными и написаны сложным для понимания языком. Я взглянул на Какаши и увидел в его руках маленькую книжицу. А это не надо читать, а?» «Нет, это для меня. Так, для личного самообучения». Я призадумался, но говорить ничего не стал. В голове были другие мысли. Мне отчаянно хотелось увидеть Рин. Кстати, Рин на 3 дня вернулась в Коноху. Ей нужно взять медикаменты и отправиться на новое задание. «Рин? Я должен ее увидеть!» – крикнул я, поднимаясь с места. Но Какаши зачем-то сделал мне подсечку, роняя на татами. Я от него такого не ожидал. «Нет, ты останешься тут. Не забывай, что твой испытательный срок все еще действует. Если руководство в штабе узнает, что ты отлыниваешь от учебы, то и без того подорванное доверие упадет еще ниже». «Какаши, я должен увидеть Рин, пойми!» – процедил я, вставая на четвереньки после неожиданного падения. «Прости, но я не позволю тебе этого сделать». Я прикусил губу. Внутри все кипело. Негодование и обида скопились внутри. Но я понимал, почему он так поступает. Все же моя взрослая часть берет верх над природным инфантилизмом. «Хорошо, передай ей привет». «Конечно, передам». Ну, сказать-то я сказал, но от идеи не отказался. Но это же Рин. Какие здесь варианты? Ничего ж не случится, если я тихо увижу ее хотя бы одним глазком. Я дождался, пока Какаши уйдет, и тихо выглянул наружу. На улице было пусто, даже слишком. Прямо-таки идеальный момент. Когда я резко выскочил на тропинку, в мою голову прилетел маленький камушек. Я болезненно схватился за спину и увидел клонов Какаши, что сидели наверху крыши. Осознание своей непредусмотрительности просто ударило мне в самое сердце. И о чем я только думал. «Я так и знал, что ты сорвешься. Кажется, тебя учили думать и быть непредсказуемым?» «Оставил клонов. Пустяк, вы ведь понимаете, что я вас уделаю?» «Да, но тогда Какаши поймет, что ты сделал, и вернется сюда. Иди учись, Обита». Я сжал ладонь в кулак. Он переиграл меня опять. Но это еще не конец. Целый день я учился и, пока Какаши не было, изучал дом. Это позволяло немного отвлечься от грустных мыслей. В один момент я наткнулся на его тайник с той самой книжкой. Кажется, это какой-то роман. Чего? Какаши и романы? Мне аж плакать захотелось. Я и не знал, что он так хочет любви. Блин, может помочь ему найти девушку? Я положил книгу на место, чтобы тот не догадался, и вернулся к учебе. На следующий день план был готов. Какаши сидел напротив меня и ждал, пока я прочитаю очередную главу. «Фу, устал. Пойду в туалет схожу», – проговорил я как можно более обыденно. Можно было и не говорить так подробно. «Да, сенсей, как скажешь», – ответил я, отмахнувшись рукой. «Отлично, первая часть готова». Зайдя в туалет, что располагается за домом, я применил технику теневого клонирования. «Так, слушай сюда, ты отвлекаешь его столько, сколько сможешь, понял? Но он же меня палкой долбанет. И вообще, разве ты не знаешь, что случится, если Какаши узнает о подмене?» – боязливо отметил клон. «Это ради Рин», – ответил я воодушевленно. «Я в деле», – быстро воспарил духом клон. Как только клон вышел из туалета, я услышал, как с ним заговорил Какаши. «Что-то ты там долго. Уж не придумал чего-нибудь?» Да у тебя паранойя. Я просто, по-большому ходил. Доволен?» «Ни капли. Лучше бы вообще не слышал. Однако внутрь загляну». «Фу, Какаши. Это уж явно не для того, чтобы на результат твоих трудов смотреть. Тупобита». Я услышал звук приближающихся шагов. Черт, что делать? Не в эту же дырку нырять. Честное слово, я оперся о стенки ногами и руками, прижимая тело к потолку строения. Благо, этот сортир был довольно большим. Непонятно почему. Какаши зашел внутрь и начал осматриваться. Еще секунда и точно запалит. «Кстати, Какаши, я нашел ту книжку довольно занимательной», – проговорил мой
мой клон как бы невзначай. «Чего?» – немного заколебался Какаши, выходя наружу. «Где ты ее нашел?» «На столе. Убрать забыл, наверное. Может, обсудить это хочешь, Думаю, прозвище «мрачный девственник» в будущем для тебя подойдет». «Заткнись, придурок. Пойдем уже и не лезь в мои вещи». «Да-да, простите, сенсей». Их шаги стали удаляться. Отлично, мой клон просто молодчина. Не зря я потратил время на подготовку. Клоны Какаши охраняли лишь главный выход. Теперь, когда он со мной в здании, они рассеяны. Но я понимаю, что он наверняка готов к побегу. Поэтому решил бежать через густые заросли. Так и поступил. Ночью я отправил своего клона к Рин, чтобы он передал ей мою записку о встрече. Я несся со всех ног, ловко минуя людей. Наконец, добрался до скамейки в парке. Рин сидела на скамеечке, приветливо улыбаясь лучам солнышка. Ветер колыхал прядки волос. Мое сердце так бешено стучало каждый раз, когда вижу ее, чувствую невероятное смущение. Я сделал шаг, затем еще один. Рин, увидев меня, замахал рукой, завясь рядом с ней. Улыбка на моем лице чуть не свела скулы. Я вытер пот, проверил свое дыхание и двинулся к ней. Рин усмехнулась, отворачивая свое личико. Сев рядом, я неловко перебирал руками. Она же молчала, краем глаза смотря на меня. Это что, намек или нет? Мне кажется, что я не видел ее вечность. Начать со слов приветствия или же сразу выразить любовь и благодарность? Решено. Я, сложив губы в трубочку, и собрался чмокнуть ее в щечку. Прикрыв глаза, начал приближаться, но в последний момент получил сильный удар чем-то крайне болезненным. Открыв глаза, я понял, что лежу на земле. Рин стояла надо мной с крайне недовольным лицом. «Рин, я чем-то тебя обидел? Прости, что сбежал с учебы, просто хотел тебя увидеть», — пытался оправдаться я. «Идиот», — произнесла она. Мое сердечко чуть не разломилось, но в эту же секунду техника рассеялась. Передо мной предстал Какаши. Его виски пульсировали от злости. Я открыл рот и побледнел. «Ты совсем больной, чертов извращенец. Держи свой переизбыток гормонов при себе. Поверить не могу, еще б немного, и ты вправду меня поцеловал бы». «Фу», — возмущался он, вздрагивая от одной мысли. «Какаши, какого хрена ты вообще здесь забыл? Я с Рин хочу увидеться. Пошел вон!» – прокричал я, тыкая в него пальцем. «Ай, придурок, я и был Рин. Твой клон принес мне записку». Ты мне врал? Да я тебе сейчас...» Мы сцепились. Я не столько злился на него, сколько на себя, ибо повелся на это и чуть не поцеловал Какаши. Ужас. Если бы кто-то увидел, меня же заклеймили бы. Вот ведь привязался. Это проверка была? Да плевать. Я понял, что ты за романы там читаешь. С девушками не вышло, так ты на меня перешел, дружище. И я повалил его на землю. Началась борьба. Какаши ловко взял мою руку на болевой. Да это чтобы ты научился находить выходы из ситуации. Догадался же меня про книжку обмануть. Он начал давить рычагом, воздействуя на предплечье. Я завертелся на земле по часовой стрелке, не давая ему применить прием. Затем сделал упор, оттолкнулся, исполнил кувырок через товарища и взял его шею в свой захват. Нельзя же так играть с моими чувствами, сенсей дуралей. Ты же видишь, какие я опрометчивые поступки совершаю. У меня есть письмо от Рин, прошипел он. От неожиданного признания я потерял хватку. Какаши вклинил свою руку в мой захват, не давая сжать его шею, а затем перебросил меня через себя. Мы, тяжело дыша, уселись друг напротив друга. Я надул щеки и сложил руки на груди. Какаши выдохнул, протянул письмо и сказал: «Послушай, я и правда перегнул палку. Ту записку, что ты доставил мне, я передал Рин, но ее и Минато-сенсей отправили эвакуировать отряды с опасного участка. Я честно хотел дать вам встретиться после этой проверки». Я слегка повернулся в его сторону, затем придвинулся и проговорил: «Правда? Да, правда. Мне бы это стоило огромных трудов, но ничего, для тебя же это важно». «Какаши, прости», — сказал я, шмыгая носом. «Оказывается, ты не такой уж и урод? А что это значит? Кем ты вообще меня считаешь?» Хотя, иногда, может, это и справедливо. Я услышал его смех. Ну что с него взять, чертова цундере? Не могу я на него злиться. Он рисковал своим положением, но сделал все, что в его силах. Я рассмеялся в ответ, встал и подал ему руку. «Спасибо, дружище». «Теперь я уже дружище?» «Ну ты двуличный ублюдок», усмехаясь, ответил он. «Не порти момент, а то резко потеряешь очки в моих глазах». Ладно, держи», ответил он после того, как встал на ноги. Я взял письмо. От него пахло нежным ароматом
ароматом Рин. Черт, кажется, я уже скатываюсь в крайности. Вскрыв небольшой свиток, я начал бегать глазами по строкам. «Обита, прости, что не смогла прийти. Надеюсь, ты не зашел далеко с проверкой какаши, а то я стану ревновать». Я покраснел от того, что она прекрасно знала, что я сделаю. Это чистое издевательство. Какаши с недоумением смотрел на меня. Я покачал головой и продолжил читать. «Ладно, ладно, не дуйся. Я тоже по тебе скучаю. К сожалению, мне нельзя с тобой видеться. И я понимаю, почему. Минато-сенсей и Какаши хотят помочь тебе, но зная твою отвлекаемость, они пошли на эти меры. Пожалуйста, слушайся Какаши. Он очень переживал, когда тебя посадили под стражу. Он так забавно ругался на тебя. Кажется, в списке твоих прозвищ появились еще пару десятков новых. Мне понравилось Нюбито. Почему-то оно такое милое». Я вновь посмотрел на Какаши, тот занервничал и спросил: «Чего ты так на меня уставился?» «Нюбито, значит?» Мой друг отвел взгляд и начал что-то насвистывать. Вот ведь засранец. «А теперь самое важное. Не сдавайся. Я знаю, что ты принял на себя ответственность, потому понял, что хочешь стать лучше, как шиноби. Но прошу тебя, не забывай о своей доброте. Думаю, Какаши многое тебе объяснил. Я с ним согласна. Но ни одну жестокость нельзя оправдать войной. Ведь именно из-за нее она все еще продолжается. Знаю, я идеалистка, ненавижу сражения и поэтому ирианин, хотя и сама не раз наносила увечья. Но когда война кончится, я не хочу, чтобы в наших сердцах сохранилась эта ярость. Будь всегда моим лучом надежды. Стань лучшим Хокаге и позволь мне увидеть, как ты спасешь мир. Люблю тебя всем сердцем. Передавай привет Какаши. И да, если вы подрались, то вам обоим придется очень несладко, когда я вернусь». Последние строки были прямо пропитаны проницательностью. Какаши подошел и с недоумением посмотрел на меня. «Чего ты улыбишься, как ненормально, а теперь трясешься? Рин сказала, что тебе крышка». «Да ты врешь, а ну отдай, я проверю». Я отбежал и прокричал: «Если выиграешь меня в гонке до дома, то так и быть, дурак-сенсей Какаши». Засранец сам напросился. Какаши погнался за мной, а я лишь весело подразнивал его, но в конце концов проиграл. Чертов талантливый выпендрежник. С этого момента я начал учиться изо всех сил, каждый вечер перечитывая письмо. Какаши пришлось даже боем его отнимать. Лишь бы спал. Так наступила 4-я неделя нашего обучения. Я прочитал все книги, решал множество своих задач, даже начал играть в сёги с Какаши. Правда, почти всегда проигрывал, но меня это не останавливало. В один из дней мой друг вывел меня в лес и сказал: «Что ж, не ожидал, что ты обучаем. И что это значит? То, что ты молодец. Но я не могу быть уверен, пока ты не пройдешь последнюю проверку». «Проверку? Финальный тест?» «Вроде того». Какаши начал пояснять суть этого задания. У нас с ним будет по флагу. У каждого также по 5 клонов в распоряжении. Эдакая миниатюрная команда. Необходимо придумать план и с минимальными потерями захватить другой флаг, или же истребить врага и захватить командира. Суть я уловил быстро, поэтому отправился искать точку для своего флага. Учитывая то, что Какаши лучше знает местность, мне нужно замаскировать свой штаб, что я и сделал. Более того, придумал ложный штаб. Поставив палку и одного клона на защиту, он, конечно, был не рад, но что поделать, такова судьба подчиненного. На меня, как на капитана, надета красная повязка. Обсудив свой план с клонами, мы начали действовать. Условно я обозначил их как 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. 1 и 2 двинулись по флангам, я, 3, 4 по центру. В лесу царила тишина. Казалось, что это затишье перед сильной бурей. Какаши разместил свой флаг на опушке, будто бы всем видом заманивая. Но если я что и понял из уроков Минато-сенсея, так это то, что явно лежит на поверхности, как правило, обман. Такими играми шиноби отсеивают самое слабое звено. Затаившись в кустах, я активировал шринган, но чакры в окружающих зарослях не было. Лишь фланговые клоны заняли свое положение. Черт, ну что же он задумал? Так или иначе, нужно следовать плану. Я послал клонов вперед, сам прослеживая позиции шринганом. Как и ожидалось, земля под моими бойцами разверзлась. Я почувствовал поток чакры, который Какаши старательно скрыл, понимая, что в толще земли проницаемость моей техники хуже, но я был готов. Это было в начальном пособии «Ловушки и методы скрытой борьбы», страница 234. О боги, вот я зубрила. Я быстро подал клонам сигнал, те молниеносно отбили куна и брошенные в товарищей. В эту минуту пошла вторая часть плана. Оба клона превратились в поленья.
«Техника замещения!» – крикнул один из версий Какаши. Я встал в полный рост и метнулся на утек. «Несколько за ним, мы возьмем их в клещи. Нельзя дать перегруппироваться. Остальные, следите за флангами. Те двое были лишь подменой». Это последнее, что я слышал. Бежать приходилось быстро. Во-первых, Какаши быстрее меня, поэтому мои клоны установили пару ловушек. Во-вторых, мне нужно было плавно переходить к третьей части. Фланговые клоны нагнали меня. «Один попался в волчью яму», – сказал третий клон. «А вот второй нет», – грустно отметил четвертый. «Скверно. Двое идут с боков. Один по центру. Думаю, Какаши отправится лично меня захватить. Время рокировки», – проговорил я, отдавая повязку клону. «Мы отведем их в сторону штаба. Постарайся быстрее захватить флаг». «Да, удачи», – сказал я своим клонам. Я остановился и использовал технику, чтобы уйти под землю. Благо ловушки дали мне время, и клоны Какаши, возможно, с оригиналом двинулись на перерез моим клонам. Когда шаги утихли, я отправился к первому и второму. Времени было мало, поэтому я использовал все силы. Как и ожидалось, на защите стоял всего один Какаши. На нем была повязка. Без фокусов? Какой он честный. Я вышел ему навстречу и сказал: «Вот я и пришел. Это и был твой план? Послать клона? Странно, я ожидал большего». В этот миг позади меня появились 3 клона, готовые к атаке. Но он же погиб в волчьей яме», – сказал я. «Не совсем так», – проговорил один из новой тройки. «Клоны тоже могут делать клонов. Забыл? А я-то думал, что мы будем оригинальными». «Да, парни?» Техника перевоплощения пропала, и мои клоны также сделали по 2 новых. Перевес перешел на сторону моей команды. Завязался бой. Клоны Какаши умело рассеяли моих 2, смещая чашу весов на свою сторону. Тут же я почувствовал, как одного из моих клонов ложного штаба прикончили. Но и копиям Какаши там досталось. Они остались 1 на 1. Мой 4-й против одного бойца Какаши. Значит, мне пора закругляться. Активировав шаринган, я умело уклонялся от атак, рассекая копирок, как нож. Масло. Какаши не отставал. В конце концов, он победил клонов. Мы тоже остались одни, довольно уставшие от затянувшейся битвы и большой потери чакры. Я почувствовал последние минуты 4-го клона. «Вот ты и попался, капитан», – сказала ему копия Какаши. «Забрать флаг или привести тебя как пленника?» «Ха, ни того, ни другого не получишь», – усмехнулся мой клон, показывая, что палка лишь муляж. А он сам демонстративно снял повязку и бросил в противника, после чего использовал взрывную печать, уничтожив их обоих. Какаши выдохнул и сказал: «Так, значит, ты оригинал. Мог бы догадаться, уж больно шустро уворачивался со своим шаринганом. Видимо, закончим это старым добрым мордобоем?» «А как же иначе?» – ответил я, хрустя костяшками. «Только давай без этих штучек клана Учиха. Нечестно выйдет». «Ха, боишься? Хочу тебя проверить». Я понимаю, что он блефует. Это проверка по правилам. Я должен использовать все преимущества, а не бахвалиться перед врагом. Но думаю, что сейчас не время его использовать. Я дезактивировал шаринган. Мы метнулись друг на друга. Удар за ударом. Мы перехватывали преимущество и так же быстро его теряли. Столько лет борьбы не зря прошли. Мы знали любимые приемы друг друга, учились их парировать, удивляли, придумывали комбинации. Все сложнее и сложнее. Но тут Какаши обыграл меня. Неожиданно использовал мельницу ногами, упав на спину. Обычно он старается применить подножку или отпрыгнуть, но сейчас его тактика была агрессивна, не свойственна ему самому. Я получил несколько ударов в корпус, а затем ногой с развороту в живот. Мое тело покатилось по земле и уперлось в ствол дерева. Какаши медленно подошел. Его щека пылала красным цветом, потому что я хорошо приложился по ней, прежде чем мой оппонент совершил неожиданный прием. «Ты проиграл. Раз капитан повержен, то я выиграл». «Как бы не так», прозвучало за его спиной. Какаши повернулся. Мой 5-й клон с 2 собратьями уже держали флаг в руках и окружали Какаши. Припас его напоследок? Думаю, он сам понял свою роль. Чего так долго? Я, заплутал чутка. Каков оригинал, таковые копии, выдохнул Какаши. Ладно, я сдаю. Он не договорил, ибо бросил дымовую шашку и резко перебил клонов. Я также молниеносно активировал шаринган и помчался на Какаши. Наши клинки схлестнулись. Сквозь дым мои красные глаза блеснули пламенем и встретились с его. Какаши осознал ошибку и тут же метнул мне в них песком. Резкая боль и слезы закрыли весь обзор. Но и Какаши еще не вырвался. Была важна каждая секунда. Мой мозг работал на пределе. Шаринган запомнил движение врага, его расположение, стойку. Сейчас Какаши парализован, но это ненадолго. С закрытыми глазами я двинулся вперед.
Зная его, предвидел, как будет направлен клинок и чего он будет ожидать. Удар, звон металла. Мои глаза стали слегка видеть. Молниеносно уловив знакомый удар локтем, я словно на автомате пригнулся, затем нанес мощный апперкот. Тело Какаши рухнуло на землю. Когда он попытался встать, я уже держал клинок у его горла. «Удостоверился?» – съязвил я. «Ха, вот умеешь ты себе бал понизить», – усмехнулся тот и рассеялся. «Клон?» Сзади меня в спину уперся клинок, но и моя катана уперлась в живот Какаши. «Вот теперь удостоверился», – добродушно сказал он, отходя от меня. «Конечно, целью было сохранить людей, но мне стало интересно, что же за тактику ты придумал. Теперь я могу сказать, что ты можешь думать логически». «Ну спасибо, сенсей», – ответил я, отряхнув от себя пыли. «Я тоже очень горжусь тобой», – прозвучал голос сверху. Я поднял голову и удивился. Минато-сенсей стоял на одной из веток и приветливо улыбался. «Сенсей? Что?» – спросил Какаши. «Да не ты, Минато-сенсей!» «Ты только заметил?» Он следил за ходом моего теста, то и дело перемещаясь от одной точки к другой. «И зачем тебе Шаринган? Ты безнадежен». «Молчи, я просто был сосредоточен». Минато рассмеялся. «Ха, вы неисправимы». Затем он спрыгнул вниз и, положив свои руки нам на плечи, ласково произнес. «Но я рад, что, несмотря ни на что, вы команда. Даже когда меня нет рядом, вы есть друг у друга. Каждый из вас дополняет двух других. Хотя Рин тут работает за 10, усмехнулся сенсей Минато. «Сенсей, ну не говорите вы так», – взмолился я. «Прости, на самом деле я тут не только ради теста, Обита. Нас вызывает третий Хокаге». «Нас?» «Да, тебя и меня. Думаю, это важно». Минато-сенсей смотрел на меня крайне серьезно. Я недоумевал, в чем дело, но Какаши тыкнул меня в бок и проговорил. «Чего застыл? Иди. Мне нечему тебя больше учить. Да и учить после таких учеников, как ты, желание отпадает. Ты хоть раз можешь хотя бы притвориться, что хочешь меня похвалить, когда есть за что хвалю? Думаю, Какаши, ты станешь прекрасным учителем». «Сенсей, ну вы-то куда?» – как-то застенчиво ответил Какаши. Я улыбнулся, глядя на эту картину. В голове быстро промелькнул образ мужчины с книжкой в руке и повязкой, что закрывает один глаз. Он тепло улыбался и махал детям. Я взялся за висок, и этот образ исчез. «Сильно приложил?» – спросил Какаши с ноткой беспокойства. «Нет, просто знание – штука тяжелая, особенно в пустой голове. Ладно, будь осторожен при разговоре с третьим сама. Судя по лицу сенсея, это и правда важно». «Да, я постараюсь», – ответил я, сжимая кулаки. «Тогда, Какаши, отдохни, у тебя завтра миссия. Обита, идем со мной». «Есть», – дружно ответили мы. «Почему ты не сказал, что завтра уходишь?» «Потому что не хотел, чтобы ты голову себя забивал. Задача обучить тебя стоит на первом месте, а все остальное для меня не так сложно». «Звучит вроде приятно, а вроде обидно. Иди и возвращайся в строй, иначе я тебя этими же учебниками прибью». Я сглотнул и быстро закивал головой. Затем махнул рукой Какаши и двинулся за сенсеем. Продолжение следует.